Налоги на электромобили в Украине. Самые последние новости. И сегодня я вам расскажу, как они будут конкретно выглядеть, какие будут приблизительно ставки, потому что сейчас это пока что обсуждается, утверждается, будет голосоваться, подготавливаться. Но давайте так, в 2026 году, скорее всего, во второй половине года уже введут их. Именно для электричек это дорожный налог на ремонт, так называемый. Если вы думаете, что их электрички не должны платить, они должны платить, потому что владельцы бензиновых и дизельных автомобилей его платят, он включен в каждый литр, а электромобили пока что освобождены. И если вы думаете, что нигде больше не платят, то прям с этого года везде массово, уже когда массово всех присадили на электромобили, везде массово начали присаживать и на налог на электромобили дополнительный. Я не говорю здесь про постановку на учет, либо на ввозную пошлину плюс НДС ввозной. Нет, конкретный дорожный налог. Поэтому подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы быть в курсе. И мы поехали на канале Технозон. Итак, международный опыт. Для меня, по сути, эпоха бесплатных дорог для электромобилей официально уже завершена. Правительства переходят по сути, от субсидий к налоговой нормализации. Например, в Великобритании владельцы электричек теперь платят наравне со всеми. С апреля 2026 года стандартная ставка дорожного налога, так называемый ВЭТ, 195 фунтов в год. Но если ваше авто стоит дороже 40 тысяч фунтов, включается доплата за дорогие автомобили еще 425 фунтов ежегодно. Итого более 600 фунтов в год за право владеть премиальным электромобилем. Норвегия. Норвегия ввела уникальный налог на вес. За каждый килограмм массы авто свыше 500 килограммов вы платите 12,5 крон. Для тяжелой Tesla или Audi это означает плюс 2000-3000 долларов к цене. А льгота по НТС теперь работает только для чеков до 300 тысяч крон. И все, что выше, облагается налогом в 25 центов. То есть это одна из самых электрифицированных стран. Теперь США. Оплата за милю. В США штаты Юта и Орегон внедрили самую цифровую модель. Называется Mileage Based User Free. Вы платите около 1 цента за каждую пройденную милю. Это ответ на вопрос, вот как наполнять бюджет, по сути, в текущих реалиях. Если водители больше не платят акциз на бензин, по факту. А вот в Украине реформы 26 года, они достаточно интересны. Украина больше не налоговый рай для электрокаров. Давайте напомню, с 1 января 2026 года правила игры изменились вообще бесповоротно. Импортные налоги, да, то есть так называемые. Главное изменение у нас это возвращение НДС, который прошел, и все это проглотили. Льгота в 0%, действующая годами, просто-напросто отменилась. Теперь при ввозе электромобиля вы платите полные 20% НДС. По сути, считаем вместе, да, авто с ценой 20 тысяч долларов мгновенно дорожает на 4 тысячи прямо вот на таможне. Хотя, в принципе, чему мы удивляемся, простое авто тоже. Символический акциз в 1 евро за 1 киловатт-час емкости батареи остается, но на фоне 20% НДС он почти не заметен. Но импорт это было только начало. В Раде сейчас уже активно обсуждают новые способы наполнения дорожного фонда. Народный депутат на текущий момент Юрий Камельчук подтвердил это. Рассматривается 3 варианта справедливого налога. 3 варианта, ребят. Вариант первый. Фиксированный ежегодный сбор. Сумма обсуждается в диапазоне от 500 до 1500 гривен в месяц. Это до 18 тысяч гривен в год, которые пойдут на ремонт дорог. Вариант второй. Акциз на зарядку, что в принципе маловероятно, то есть они рассматривают введение специального налога на каждый киловатт-час на публичных станциях, но абсолютно они не могут администрировать домашние, поэтому маловероятный налог, но это может поднять цену зарядки еще на 15-20%. А вариант третий весовой коэффициент, как в Норвегии. Вот это вот то, что обсуждается на текущий момент именно в Украине. Добавьте к этому тарифы на публичных зарядках в 2026 году, когда она достигала, там, грубо говоря, где-то 32 гривен за киловатт. И проехать 100 километров теперь стоит далеко не какие-то копейки, которые были раньше. А это вот цена сейчас приближается к 10 литрам бензина. И экономическая выгода электрокара без домашней розетки практически стремится к нулю. С введением налога это будет вообще фигня полная. И по сути, о чем это вообще говорит? Мир и Украина синхронизировались. Электромобили это больше не льготный гаджет, это полноценный участник движения, который обязан теперь платить за инфраструктуру в полном объеме.
Будьте готовы к новым цифрам в ваших квитанциях. По сути, если это введут годовой, скажем так, налог, мы к этому готовы. Это, в принципе, как налог на роскошь. И владельцы дорогих автомобилей, они знают, как это работает. Им раз в год начисляется налог, приходит уведомление об оплате. Я больше склоняюсь к тому, что будет, скорее всего, ежемесячная оплата или будет разделение по маркам автомобилей в зависимости от веса. Если вы думаете, что этого не будет, ребят, это уже есть в мире, а мы же с вами, кстати, вы можете зайти в Google, элементарно поинтересоваться, как это происходит в Германии, там, Франции, Австрии, но это все везде есть. К сожалению, Украину это не минет, и во второй половине 2026 года готовимся к налоговым, скажем так, нововведениям на электромобили. Ну а с вами был Бабл. Пишите свои комментарии и свои варианты налога, которые нам пророчат. Будем обсуждать на канале Технозон. Пока.